Здравствуйте! Сегодня нет такого человека, который бы не слышал о пальмовом масле. Оно считается самым дешевым в мире. Но какой ценой обходится эта дешевизна? Об этом расскажем в нашем видео. Сегодня дешевое пальмовое масло входит в состав множества продуктов повседневного спроса. Оно является самым потребляемым маслом на планете. На него приходится 35% от общего объема потребления. На основных поставщиков пальмового масла, Малайзию и Индонезию, приходится примерно 84% мирового рынка. В некоторые годы себестоимость килограмма пальмового масла составляла всего $2. Однако выращивание масличной пальмы вызывает много споров во всем мире. И это неудивительно. Ведь чтобы освободить место для пальмовых плантаций, в мире вырубаются огромные площади тропических лесов. Так почему же это масло так легко доступно, а цена на него такая низкая? Сегодня пальмовое масло есть почти во всем. От шоколада до хлеба и от лапши быстрого приготовления до шампуней. И даже особо не задумываясь, во всем мире каждый из нас потребляет в среднем около 8 килограммов пальмового масла в год, потому что написанные ингредиенты на этикетке продукта можно просто не заметить. Культивирование масличной пальмы возникло в прибрежных районах экваториальной Западной Африки. В Малайзию впервые пальмы были завезены в 1875 году. В 2017 году индустрия пальмового масла Малайзии отметила 100-летие коммерческого производства. Малайзия обеспечивает 29% мирового производства пальмового масла и 37% мирового экспорта и является вторым по величине производителем пальмового масла в мире после Индонезии. История коммерческого выращивания масличной пальмы началась в 1917 году, когда предприимчивый француз Анри Фальконир в поместье Батанг-Берджунтай недалеко от столицы Малайзии Куала-Лумпур основал первую коммерческую плантацию масличной пальмы. До этого Фальконир был впервые очарован внешним видом растения после того, как посетил плантацию масличной пальмы своего друга в султанате Дели на востоке острова Суматра. Когда он узнал о полезных свойствах пальмы, он решил приобрести несколько саженцев, чтобы посадить их в своем поместье. Со временем плантация разрослась, и коммерческое предприятие стало ведущим среди экспортеров пальмового масла в Малайзии. Это стало возможным благодаря интенсивным исследованиям и разработкам методов улучшения качества производимого продукта. В 1920-е годы все усилия были сосредоточены на разведении пальм, улучшении их генетики и физиологии. Ученые также смогли укоротить деревья, чтобы было легче собирать плоды. Все это позволило дать преимущество пальмовому маслу по сравнению с другими видами пищевых масел. Пальмовое масло выдерживает высокие температуры, что делает его идеальным для жарки во фритюре и без содержания холестерина. Но в течение 100 лет было непонятно, как опылять растения. Поэтому сотни рабочих на протяжении многих лет опыляли цветы вручную, что было, конечно, неэффективно. Это было до тех пор, пока в страну в 1981 году не завезли африканских пальмовых долгоносиков. Эти маленькие жуки стали опылять растения без участия человека. Они передвигаются, и во влажном тропическом климате к телу насекомых прилипает пыльца мужских цветов. Затем крошечные жучки откладывают пыльцевые зерна на рыльца женских цветков. Таким образом, маленькие невзрачные долгоносики за несколько десятилетий сэкономили индустрии пальмового масла более 10 миллиардов долларов США, опылив бесчисленное количество масличных пальм. Таким образом, жуки повысили урожайность плантаций пальмового масла на целых 43% до 20 тонн свежих фруктовых связок на гектар. С тех пор производство пальмового масла резко возросло, а его популярность стала неуклонно расти. Особенно спрос подскочил в 1990-х годах, когда выяснились негативные последствия для здоровья использования трансжиров, содержащихся во многих продуктах переработки. Для их замены стали использовать пальмовое масло. И по мере увеличения количества продуктов, подвергшихся глубокой обработке, росли и объемы использования масла. Но за этот невероятный рост пришлось заплатить.
Быстрое расширение плантаций по производству пальмового масла привело к уничтожению огромных территорий тропических лесов и созданию опасных выбросов углекислого газа. Это способствовало уничтожению оставшихся мест обитания животных, которые уже находятся под угрозой исчезновения. Деятельность различных компаний продолжает наносить серьезный ущерб окружающей среде, еще больше сокращая среду обитания и фрагментируя леса. В результате знаковые виды, такие как орангутаны, все чаще лишаются подходящей среды обитания в лесах, где они когда-то процветали. По данным Министерства окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии, количество орангутангов в индонезийской части Борнео значительно сократилось чуть более чем за 10 лет. Многие из лесов, в которых человекообразные обезьяны все еще обитают на Борнео, значительно поредели, что вынуждает животных продолжать отступать в участки леса с более густой листвой. По данным правительства Индонезии, из 57 350 борнейских орангутангов в дикой природе Калимантана, пятая часть в настоящее время живет за пределами охраняемых территорий, из-за чего они подвергаются большему риску браконьерства. Всего за 2 десятилетия, с 1990 по 2010 год, в Индонезии, Малайзии и Папуа-Новой Гвинеи для плантаций пальмового масла было вырублено 3,5 миллиона гектаров леса. Это сопоставимо с площадью Германии. Согласно докладу Организации Объединенных Наций по окружающей среде за 2007 год, опубликованному в то время, при таких темпах обезлесения к 2022 году 98% индонезийских лесов будут уничтожены из-за легальных и незаконных рубок, лесных пожаров и развития плантаций пальмового масла. Увидев причиненное опустошение, вашим первым желанием может стать полный отказ от пальмового масла, но поиск альтернативы на самом деле может сделать ситуацию еще хуже. Пальмовое масло настолько эффективно, что для использования альтернативного масла при выращивании масличных растений потребуется в 10 раз больше земли. Это самая высокоурожайная масличная культура, требующая менее половины земли, необходимой другим масличным культурам для получения такого же количества масла. 1 гектар пальмовой плантации приносит в среднем до 6 тонн масла в год, что делает пальмовое масло самым дешевым растительным маслом в мире. Масличные пальмы – это вечно зеленые многолетние растения. Они дают масло в течение всего года. Пальмы могут хорошо расти на почвах, недоступных для многих других растений. В 2004 году с целью содействия росту и использованию устойчивых продуктов из пальмового масла с помощью глобальных стандартов и многостороннего управления неправительственные организации и компании со всего света учредили круглый стол по устойчивому производству пальмового масла RSPO. Эта организация определила критерии для устойчивого выращивания этой культуры. Но только в 2018 году круглый стол разработал ряд экологических и социальных критериев, которым должны удовлетворять компании, чтобы производимое ими масло могло считаться сертифицированным пальмовым маслом CSPO. При должном применении эти критерии могут свести к минимуму негативные последствия от вырубки лесов. Производство пальмового масла приносит хорошую прибыль и дает работу миллионам мелких фермеров в странах-производителях. Только в Индонезии и Малайзии 4,5 миллиона человек зависят от производства пальмового масла как источника средств к существованию. За последние десятилетия производство пальмового масла превратилось в крупную мировую отрасль. Сегодня фермеры производят более 70 миллионов тонн пальмового масла в год. Это более чем в 2 раза больше, чем они производили всего 20 лет назад. Плантации пальмового масла в настоящее время занимают около 27 миллионов гектаров. Это территория, превышающая площадь Новой Зеландии. И если кокосовые орехи, кукуруза и многие фруктовые деревья требуют интенсивной и дорогостоящей послеуборочной обработки при каждом сборе урожая, то при выращивании масличной пальмы все, что нужно сделать масличному фермеру, это собрать и доставить плоды на перерабатывающий завод в течение 2-3 дней после сбора урожая. Чем раньше доставка, тем лучше, ведь от состояния плодов зависит качество масла.
Многие фермеры производят пальмовое масло кустарным способом. Древняя ручная технология изготовления пальмового масла не изменилась и сегодня, потому что принцип получения масла один и тот же. Сначала плоды отделяют от черенка и мусора, стерилизуют и помещают в емкость с горячим паром под давлением. Там плоды размягчаются. Если их разломить рукой, то по пальцам побежит оранжевая маслянистая жидкость. Нагреваясь, пальмовое масло расплавится и отделится от мякоти. Теперь они готовы для отжима. Пресс давит и саму мякоть, и твердую косточку внутри. Это разные масла, но они разбиваются на фракции уже в процессе дальнейшей переработки. Ну а потом начинаются сложные химические процессы, где масло гидронизируют, сепарируют и так далее. На выходе получается не только сырое пальмовое масло, но и множество побочных продуктов. Сырое пальмовое масло изначально имеет красно-рыжий цвет благодаря высокому содержанию каротиноидов. На красное и желтое его разделяют уже после процессов обработки, фракционации и рафинации. Аналогичный процесс проходит при промышленной выработке пальмового масла на биохимических предприятиях. После того, как плоды масличной пальмы добывают на плантации, их отвозят на близлежащий завод по первичной обработке, где, собственно, и добывается сырое пальмовое масло путем отжима. Второй этап представляет собой полноценную переработку на заводе, где после полной очистки масла и удаления свободных жирных кислот получают готовый продукт. На ранних стадиях формирования плода масличной пальмы содержание масла в нем очень низкое. По мере того, как плод приближается к зрелости, масло может занимать до 50% от массы межплодника. После того, как плод отрывается от грозди, из-за воздействия на него ферментов, содержание жирных кислот быстро возрастает, поэтому плоды стараются переработать как можно раньше. Для сохранения свойств масла заводы по его производству находятся непосредственно рядом с плантациями. Плоды рекомендуется перерабатывать в течение 48 часов с момента уборки. Для начала плоды необходимо отделить друг от друга. Вращающийся механический барабан считается классическим способом отделения плодов от гроздьев. После этого плоды подвергаются высокотемпературной обработке, в ходе которой расщепляющие масло ферменты разрушаются, а гидролиз и самоокисление плода останавливаются. Мякоть плода смягчается, что облегчает отделение волокнистого материала от остального содержимого плода, что в свою очередь облегчает процесс добычи масла. Итогом такой переработки является сырое пальмовое масло, из которого далее и производится конечный потребительский продукт. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!